Здравствуйте, друзья! У нас сегодня своеобразная погода, очень интересное море, подвижное, и мне хочется передать эту подвижность за счет применения длинной выдержки. Поэтому я хочу применить светофильтр Marumi, который уменьшает светосилу на 3 ступени, и монтирую на систему М100. Давайте сделаем один кадр без светофильтров, а теперь применим ND фильтр, который удлиняет нам выдержку до 1/3 примерно. Ловим красивую волну. А также я могу попробовать снять кадр с более длинной выдержкой и плюс ко всему компенсировать светлый верх, потому что небо у нас получилось достаточно светлое, и низ кадра отделяется, он получается темноватым. Для этого мы используем вот такой вот градиентный фильтр на 3 ступени Marumi, тоже для этой же системы. И тут же легко его монтируем. Раз, подбираем градиент. Дожидаемся нужной волны. По итогу у нас получается фотоснимок с применением короткой выдержки 1/60, и мы видим, что все волны показаны достаточно резко, все детали проявлены, но с высоким контрастом. То есть повысился контраст вот этих ближних планов, камней, темных деталей, и небо провалилось в засветку. Если его вытягивать, то могут возникнуть коллизии и могут просто тональные переходы переходить полосками, так называемым бандингом. Вот фотография с применением светофильтра ND8. Выдержка выросла до 1 секунды, удлинилась, и мы видим, что волны стали выглядеть более подвижно, более привлекательно. Ближний план, сам прибой стал очень таким вязким, густым, кисельным, очень красиво заполнил пространство. И, как видим, разница только в том, что проявилось в принципе движение более такое растянутое, густое, но небо также близко к засветке, хотя вот облака налетели, прямо такой засветки нет, но все равно оно светловато. Хотелось бы небу дать больше мощи, больше какого-то характера. После применения градиентного фильтра получается следующий кадр. Вот он, с применением градиентного светофильтра. Вот абсолютно идентичные кадры, этот и этот. И мы видим разницу. Здесь без градиентного светофильтра небо слишком легкое, с градиентным светофильтром небо полное, тени на камне даже чуть-чуть мягче где-то. Но это трудно сейчас уловить, но отлично видно, что проработаны все детали, детализация никак не падает, никаких артефактов, и все, в общем-то, очень сбалансировано по динамическому диапазону. Давайте сравним эти два кадра. Мы видим, что здесь применялся Marumi ND8, а здесь применялся Marumi ND8 и Soft GND тоже от Marumi, от магнитной системы М100. И вот наглядно мы можем сравнить. В принципе, все 1 к 1, но более проработан ближний план, не тяготеет к засветке, потому что контраст выровнялся, а также по небу проявились все детали, намного больше деталей. Вот даже вот это облако, мы видим, оно обрело дополнительный объем, вот эти засветки ушли, и небо выглядит так, как будто мы видим глазами. Поэтому применение градиентного светофильтра весьма оправдано.